Итак, в дело снова идет валик. И самый дешевый акриловый герметик, который я смог найти. Стоит всего 135 рублей. Герметик в одну руку, валик в другую. Выдавливаем герметик на газету. Кстати, герметик акриловый. И начинаем дичайше возякать валиком по этому герметику. Не забываем также откатывать края. А дальше все то же самое, что я делал с другим валиком. Откатываю валик в камнях. Потом еще раз его прикатываю на герметике, чтобы отвалились лишние камни. И не забывая проходить по краям. Вот такой валик у меня получился. Оставляю его сушиться до следующего дня. Вы, наверное, сейчас подумали: ой, он снова делает точно такой же валик. Но нет. В этот раз фактура будет совсем другая. Плюс герметик не силиконовый, а акриловый. Поэтому не спешите выключать это видео. Оставайтесь до конца ролика и увидите, какой рельеф у меня получился. Итак, я нанес герметик на валик. И теперь, чтобы сформировать на нем фактуру, я буду его не просто обмазывать. Я взял мыльную воду, нанесу ее на руки, чтобы герметик не прилипал к рукам. И буду формировать фактуру валика. А герметик все равно прилипает. Ну и ладно. Ладно, и так сойдет. И вот так аккуратно разглаживаю герметик. У меня получается немного другой рельеф, не такой резкий, как в прошлый раз. Но из-за того, что герметик акриловый, он потихоньку стекает. Видимо, силиконовый все-таки лучше. Ну что, дополнительный слой герметика я нанес. Теперь нужно оставить валик снова сушиться до следующего дня. Итак, валик уже готов, он высох. И сейчас я буду испытывать, какую фактуру он будет после себя оставлять на бетоне. Как видите, штукатурку я уже нанес, немного ее выдержал. И хочу сказать пару слов по поводу того, когда можно начинать валиком откатывать рисунок. Поверхность штукатурки должна стать матовой, не блестеть. Но в то же время штукатурку можно продавить пальцем. Она еще мягкая. И она не должна оставлять на руках следы. И в этот раз я хочу испытать метод, который посоветовали мне подписчики. Смачивать валик и штукатурку я буду мыльной водой. Хочу уточнить еще один момент. Штукатурку я специально не выравнивал, не заглаживал. Так рисунок будет интересней. Итак, поехали. Метод, конечно же, рабочий, но мне не понравилось то, что мыльный раствор размачивает штукатурку. Поэтому, на мой взгляд, лучше использовать или также white spirit, или какую-нибудь опалубную смазку. Несомненно, я еще раз попробую этот метод, только в следующий раз на штукатурку мыльную воду я брызгать не буду, буду смачивать только валик. Вот такая, на мой взгляд, интересная фактура получилась. И как я уже говорил, у этого валика другая фактура, и соответственно рисунок получается совсем уже другой. А по покраске я сниму отдельное видео. И покажу вам еще один метод, как можно покрасить арбетон. Кстати, акриловый герметик хорошо себя показал. Его можно использовать для того, чтобы сделать фактурный валик.
Я также его проверил White Spirit. White Spirit не растворяет застывший акриловый герметик. Поэтому таким валиком тоже можно пользоваться. Штукатурка подсохла, можно начинать нарезать швы. В этот раз швы буду нарезать обычным ножом. Вот такие швы у меня получились. Камень тоже получился такой интересный. Покажу сейчас поближе. Волоски, которые торчат, это фибра. Вот такие камушки у меня получились. Завтра покажу, какой еще есть способ покраски камня. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь, пишите комментарии и до встречи в следующих видео.